Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим об изменах, а также разберемся, по каким признакам можно понять, что вам изменяют. Итак, я сейчас разберу 7 признаков, но если вы для себя вот так просканируете свои отношения, проанализируете и поймете, что одно из условий не соблюдается, то это еще не говорит о том, что вам стоит призадуматься, что происходит с вашими отношениями. То есть пока не спешим с выводами, и так я начинаю. Первый признак. Если ваш партнер, например, ваш молодой человек или ваша девушка, начинает относиться к вам плохо, начинает вас обижать, или он начинает вас критиковать без конца. То есть вот какое-то время были хорошие отношения, все было нормально, было взаимопонимание, и вдруг резко человек раздражается по мелочам, он всем недоволен, он ведет себя вызывающе, то есть он буквально из мухи делает слона. То есть отношения меняются в худшую сторону. Второй признак. Партнер начинает обращать внимание на свою внешность. Причем это такая разительная перемена. Ну, допустим, человек уходит из дома, и если раньше он там не прихорашивался, лишний раз не расчесывался, себя там пылинки не сдувал, вдруг он начинает это делать. Он тщательно относится к выбору своей одежды, да, как он будет выглядеть. Я сейчас не говорю о тех случаях, когда, допустим, ваш мужчина изначально был таким. Нет, он был нормальным человеком, адекватным, у которого не было каких-то там завышенных требований ни к себе, ни к своим отношениям семейным. Но он вдруг резко начинает менять, да, вот менять свои взгляды, и вы это замечаете, что вот ему хочется быть красивым не дома, не с вами, а где-то там без вас. Это второй признак. Третий признак. Партнер все меньше времени хочет проводить с вами. Допустим, ваш муж, ваша жена все меньше времени проводит с вами, с семьей, все время какие-то отговорки, там выходные, у нее отдельные ее личные дела, может быть, она кому-то там из подруг что-то пообещала, либо у нее что-то с работы, и вот все это будет прослеживаться не на протяжении там, 1 месяца, а это будет очень долго, там, из месяца в месяц, и вы, естественно, будете задумываться, а что происходит? Ну, как-то вот мы все меньше и меньше общаемся. Это третий признак. Четвертый. Закрытость партнера. Когда у человека появляется необходимость от вас что-то скрывать. Скрывать, сколько у него денег сейчас, допустим, скрывать, что у него в телефоне. Когда он защищает свои аккаунты, да, когда у него нет доверия, он говорит, не надо, да, не надо меня проверять, хватит, то есть он начинает даже истерить, ругаться, как только вы пытаетесь понять, а с кем он там общается, да, вот тут же начинается какая-то негативная реакция. Это был четвертый признак. Итак, мы переходим к пятому. Это вот как раз таки по поводу общения в социальных сетях и нежелание нормально контактировать со своей половинкой. Да, когда, допустим, ваш муж постоянно там, в интернете, или, допустим, вы вместе кушаете, а он тут же вот, без конца, он вроде бы рядом, но он постоянно с кем-то переписывается. То есть это тоже один из признаков. То есть они все в сумме могут подтвердить то, что, допустим, у вашего мужчины есть любовница или у вашей женщины есть какой-то мужчина. Даже если нет измены, то есть такие намерения. Намерения наладить свою личную жизнь и разрушить отношения с вами. Итак, шестой признак. Ну, поскольку большинство любовных отношений завязывается на работе, то сама тема работы у вашего партнера, она может резко стать такой, знаете, как говорят, главный, номер один. То есть человек все больше проводит времени на работе, у него постоянные командировки, он постоянно загружен, он может задерживаться на работе.
и он как бы работой живет. Но при этом, как только вы начинаете задавать вопросы, а как там отношения с коллективом, какие-то, ну вот вы интересуетесь, что там происходит, человек сразу начинает закрываться, он отвечает уклончиво, либо переходит на конфликт, да, то есть он сразу ставит вас на место. То есть это вот был 6-й признак, да, то есть это однозначно одно из указаний, подтверждающее, что у человека есть какие-то интересы на стороне. И 7-й признак. Порой, когда люди, которые находятся в долгом браке, они постепенно теряют интерес друг к другу. У них может отсутствовать интимная близость, у них отсутствует взаимопонимание, и это все может формироваться у кого-то месяцами, у кого-то годами. Ну а фоном идут те самые любовные отношения. Вот вы, наверное, скажете, а зачем тогда такой человек находится в семье, ну если у него там где-то есть любовница или любовник, для чего? Ну, надо понимать, что не каждый хочет разрушить семью, и не у каждого есть цель построить какие-то серьезные отношения. Достаточно там повстречаться, и вот сейчас я именно об этом и рассказываю, что если вы все это наблюдаете вот в своей семейной жизни, либо вы, допустим, встречаетесь с молодым человеком или с девушкой, и вот все то же самое происходит у вас, то стоит, наверное, призадуматься, поставить точки над «и», попытаться разобраться в своих отношениях и понять, насколько эти отношения вас устраивают и соответствуют ли они вашим ожиданиям. На этом у меня все. Если у вас будут вопросы, есть комментарии, пишите под этим видео. Если нравится, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами была Таяна. Всего вам доброго.